Объявляю вас мужем и женой. Поздравляю вас. Можете поцеловать невесту. А что такое любовь? Как так вышло, что мы самое одинокое поколение в истории? И как мы сами в этом виноваты? В этом видео я отвечу на все ваши вопросы, так что советую досмотреть его до конца. Почему большинство отношений обречены на провал и как работает влюбленность? Почему дружбы между мужчиной и женщиной не существует? Возможно ли построить отношения на всю жизнь и как именно это сделать? Ну и в конце концов, как именно тебе встретить своего человека? И почему у нашего поколения с этим очень большие проблемы? И вообще, существует ли любовь? Не та, которую мы привыкли видеть в фильмах и о ней мечтать, а настоящая. Зачем наш мозг в течение эволюции научился этому? Ведь примерно каких-то 3 миллиона лет назад наши предки вроде Homo habilis или раннего Homo erectus, возможно, не умели любить. Любовь — изобретение новое, ему чуть меньше миллиона лет. Ведь раньше она была нам просто не нужна, ведь самую главную функцию природы — секс и продолжение рода — мы и так выполняли. Самые сильные самцы оплодотворяли самую привлекательную самку в период ее овуляции и уходили. Никаких пар, семей и эмоциональной связи. Точно так же происходит до сих пор у большинства животных. Взять даже ближайших к нам приматов бонобо. Секс они используют как валюту. Решают им конфликты, завоевывают статус, да и просто вместо приветствия. В период течки самки вовсе устраивают оргии, совокупляясь со всеми по очереди, чтобы всем досталось. И несмотря на это дружелюбие и альтруизм, никакой любви у них нет. У них не формируются пары, и воспитание в основном всегда лежит на матери. Только за редким исключением альфа-самцы присваивают себе самок и охраняют ее от других сородичей ради того, чтобы быть уверенными, что ребенок будет именно от них. А после рождения ищут уже другую самку, ведь свой ДНК они успешно распространили. Так происходило и у людей, до тех пор, пока любовь не стала необходимостью. Мы слезли с деревьев, научились ходить на 2 ногах, природа вокруг стала очень опасной, и мы стали уязвимыми. А дети рождаются слабыми и нуждаются в долгой заботе, поэтому одной матери уже было недостаточно. Нужно было обеспечить не только сохранность ребенка, но и матери, кормить их, охранять. Поэтому природа и придумала способ, как заставить самца остаться. И этим способом стала любовь. Это биологическая ловушка, которая делает нас зависимым от другого человека. Именно тогда, миллионы лет назад, любовь стала эволюционным инструментом выживания, а моногамия – наиболее безопасной и надежной формой союза. Поэтому наши чувства всегда такие сильные, а расставания всегда настолько тяжелые. По статистике, чтобы восстановиться от расставания, нужно в среднем от 3 до 12 месяцев. Примерно такой же срок, как и восстановление после наркотической зависимости. А по некоторым данным, у некоторых это может занять до 3 или даже 5 лет, ведь мозг воспринимает эту потерю как утрату жизненно важного ресурса. И думаете, это сделано просто так? У этого инструмента есть целая система, за каждую из которых ответственны отдельные гормоны. Мы не просто что-то чувствуем, а проходим важные биологические этапы. Как именно мы любим? Любить можно по-разному, но самой важной любовью в жизни всегда остается любовь к себе. И это не только забота о своем теле и эмоциях, но и о своем будущем и профессии. О выборе, куда ты вкладываешь свое время и силы. Особенно, когда речь о работе. Ведь важно, чтобы то, чем ты занимаешься, действительно тебе нравилось. Давало не только хороший доход, но и ощущение смысла. Возможность расти, творить и чувствовать, что ты на своем месте. И сегодня одна из таких сфер – визуальные профессии. Потому что визуальный язык универсален. Он цепляет с первого кадра и остается в нашей памяти. Именно поэтому сейчас особенно востребованы те, кто умеет работать с образом, с эмоцией и с движением. Особенно моушн-дизайнеры. Ведь эти ребята создают все, что мы видим каждый день. От анимации в интернете до визуальных эффектов на концертах, в кино и в моих видео. А потому, сколько я плачу за анимацию, будьте уверены, хорошие специалисты зарабатывают очень много. А освоить новую профессию вам помогут на курсе Motion Designer с нуля до Pro от крупнейшей школы дизайна Contended. Обучение здесь — это огромное количество практики, возможность собрать сильное портфолио и пройти стажировку в студии Артман. Посмотрите только на работы студентов. А еще на курсе вы научитесь 7 востребованным инструментам моушн-дизайнера, сформируете свой уникальный стиль и в конце обучения получите помощь с трудоустройством от карьерного центра Contended. Так что не теряйте время и переходите по ссылке в описании или QR-коду на экране. И используйте мой промокод Альберт, чтобы получить скидку до 60% и 2 курса в подарок. И помните, все приходит с опытом, а опыт приходит с контентом.
Первый этап, что мы испытываем в самом начале, это влечение. Это отборочный тур, где мозг оценивает, подходит нам этот человек или нет. За него отвечают два гормона – тестостерон и эстрогены. И чем выше эти гормоны, тем сильнее наше влечение. У девушек это происходит в основном в период овуляции, а у мужчин в целом всегда. Особенно при активном образе жизни и высоком уровне своего естественного тестостерона. Если он низкий, то влечения почти может не быть, как и энергии для жизни. Вот просто сравните месячную динамику половых гормонов у мужчины и женщины. Мужчина кайфует, у него пик тестостерона утром, снижение вечером, и так каждый день. А женщинам можно посочувствовать. Ну и избыток тестостерона еще большая проблема. В экспериментах пернатым самцам чрезмерно повышали уровень тестостерона, и они тут же бросали свои гнезда с семьями на произвол судьбы и улетали беспорядочно оплодотворять других самок. Ведь очень высокий тестостерон дает и энергию, и снижает чувство привязанности, потому что ты просто хочешь совокупляться. Хотя, возможно, обладатели высокого тестостерона и не согласятся, что это проблема. Но влечение не всегда про сексуальный интерес, особенно в детском и подростковом возрасте, когда наши лобные доли еще не зрелые, а мозг только формирует понимание собственной сексуальности. Влечение может проявляться в виде постоянного интереса к человеку, эмоциональной тяги, желание быть рядом, прикасаться к нему, следить за соцсетями и так далее. Этот этап запускает внимание к человеку, но не гарантирует любви. У кого-то это временный интерес пообщаться или последить в социальных сетях. Сколько моих подписчиков в Инстаграме и Телеграме во мне заинтересованы? Подпишитесь и вы, кстати. А у кого-то это всего лишь разовый секс, ведь любовь и секс не одно и то же. Влечение к другому может возникнуть даже когда вы долго состоите в отношениях, что одновременно является и нормой, и знаком того, что вам с партнером нужно многое обсудить. Главное вовремя начать это контролировать и, по возможности, ограничить коммуникацию с объектом временного влечения, чтобы не спровоцировать измену или конфликт внутри отношений. А для кого-то это переходный этап в нечто большее. От интереса и желания секса к сильной привязанности и любви до гроба. И вот если вы успешно прошли через этап влечения, тогда запускается следующий этап. Но сперва, в кого именно мы влюбляемся? Вы задавались вопросом, почему именно вам нравится конкретная девочка или мальчик? И из всех даже одинаковых людей вы все равно выберете ту самую. Помимо ориентации, которая закладывается еще в утробе, у каждого из нас в голове живет свой образ идеального партнера. Своего рода внутренний шаблон того, кого мы полюбим. Ученые это называют любовной картой. Это бессознательная схема, которую ни мы, ни сами ученые до сих пор не понимаем. Это симбиоз запахов, тональности голоса, поведения, внешности, мимики, даже общей энергетики. В общем, уникальный симбиоз неслучайных случайностей. И формируется это в раннем детстве. В общем, все, что в вашем детстве было связано с теплом, вниманием и безопасностью, или сильным эмоциональным всплеском в ранние годы, могло стать типажом вашей будущей любви. Так, например, типаж внешности и характера партнера часто похожи на наших матерей или отцов. Ну или того, что в какой-то этап жизни вызвало сильный всплеск эмоций или первое возбуждение. Друзья, окружение, мультики. Так, порассуждав, я понял, что, например, мой типаж внешности взялся из мультфильма «Ким 5 с плюсом». Вот он, сексуальный, правда? Ну и Шига тоже была ничего. А еще у меня мама в моем детстве была темноволосой. Так что, как минимум, загадку с внешностью и характером своих бывших я для себя разгадал. Вот так и работает типаж. Этот выбор делаем не мы, ведь это глубокая эмоциональная ассоциация, записанная в наш мозг в ранние годы. Все зависит от того, что ты впитывал и кем был окружен, пока мозг еще только учился распознавать любовь. Но еще более важно – совместимость нашего ДНК. Человек может совпадать с нашим типажом внешне, но в общении и в отношениях с ним мы будем чувствовать сомнения и неуверенность. Важный признак того, что мы не созданы друг для друга. И одно дело, когда сильное волнение происходит в первую встречу, во вторую, но если это не проходит, задумайтесь. От влюбленности мы чувствуем эйфорию, но не страх и тревогу. Ведь в таком случае мозг не волнуется, он в панике и пытается вам это сказать. И чтобы понять, подходит ли вам ваш партнер, достаточно просто понюхать пот вашего любимого. У животных есть орган Якобсона, который по некоторым данным способен улавливать феромоны и докладывать мозгу о совместимости особи. У человека он тоже существует, но скорее как напоминание нам о предках. Гораздо чувствительнее именно обонятельные рецепторы в носу, связанные с лимбической системой. Именно они отвечают за мгновенную эмоциональную реакцию на запах, минуя сознание. И в основном это распознают девушки, особенно в период овуляции. При условии, если она не принимает антидепрессанты или противозачаточные, что могут исказить восприятие запаха. Именно поэтому партнерам
партнерам, и особенно девушкам, чтобы понять, сможет ли она долго жить с партнером и любить его, достаточно понюхать друг друга потными. Если этот запах нам нравится, значит мы генетически совместимы. Ведь наш мозг ищет именно тех, с кем наша иммунная система достаточно отличается от собственной, чтобы зачать здоровое потомство. Правда, это может работать и в обратную сторону. Когда человек не твой типаж, ты не видишь его своим партнером, но тебя максимально к нему тянет, потому что мозг посчитал его пригодным для совокупления. И вроде бы страшный как смерть, а секса хочется невероятно. И такое тоже бывает, ведь мы чувствуем и запахи, и высокие уровни гормонов. И существует мнение, что противоположности сближаются. Но это не так. Исследования показывают, что мы склонны выбирать людей именно достаточно похожих на нас. Одной религии, схожих интересов, хобби, социальных установок и многое другое, что также определяется генетически. Антропологи называют эту склонность позитивным ассортативным спариванием для того, чтобы женщине было проще выносить плод в ее матке. Это одна из причин, почему партнеры, которые встречаются много лет, нередко похожи друг на друга, ведь неосознанно тянутся к тем, кто похож на них, и попадают в этом в точку. То есть идеальная пара – это симбиоз умеренного похожего с умеренного непохожим. Но есть еще один важный элемент – психика. В свое время, чтобы разобраться в том, кого я люблю, почему у меня такие проблемы с отношениями и кто я вообще такой, я решил обратиться к специалисту. И это было моим лучшим решением. Если вы сталкивались с той же проблемой, что и я, или чувствуете, что вам нужна помощь, советую сервис Alter. В нем вы сможете записаться к проверенному психологу и начать свою первую сессию уже сегодня. Сервис помогает выбрать специалиста конкретно под ваш запрос, а также подскажет метод терапии, наиболее эффективный для вас. А вы сможете выбрать комфортную для вас стоимость и формат сессий, офлайн или онлайн, не выходя из дома. И будьте уверены, все психологи Alter имеют профессиональное образование и опыт работы, проходят строгие проверки и супервизии, и в этом убедилось уже более 60 тысяч клиентов, а 8 из 10 из них чувствуют улучшение уже после первой сессии. Стоимость начинается всего от 2500 рублей, а по промокоду Альберт вы получите скидку в 20% на первую сессию. Так что не откладывайте это на потом. Переходите по ссылке в описании или QR-коду и начните менять свою жизнь к лучшему уже сегодня. И если весь этот пазл из типажа, мышления и совместимости складывается, а первый этап пройден удачно, мозг запускает следующий этап – любовь. Это тот этап, когда мы видим партнера только в идеальном свете. Мы хотим проводить время с ним и испытываем исключительно положительные эмоции. А без любимого рядом страдаем, подобно наркотической ломке. И нечто общее между наркотиками и влюбленностью и правда есть. На снимках МРТ мозг при виде любимого светится точно так же, как мозг человека, получившего дозу кокаина. Потому что, влюбляясь, наша система удовольствия буквально взрывается. Дофамин, гормон мотивации и удовольствия, который заставляет нас стремиться к любимому, поднимается до небес. Вместе с ним повышаются и другие гормоны – норадреналин и фенилэтиламин. Если простыми словами, у нас появляется бешеная энергия, мы активны и радостны, буквально сияем. И казалось бы, какое замечательное чувство. Но как нашему организму точно заставить нас довести дело до конца? Из-за активации дофаминовых цепей снижается самый главный гормон счастья – серотонин. И из-за этого, особенно когда любимого нет рядом, мы находимся в тревоге, стрессе и ревности. И перестать думать о любимом мы не можем. Мозг намеренно делает нас зависимым настолько, чтобы мы боролись за возможность продолжения рода. Это, кстати, одна из причин, почему именно парни влюбляются быстрее всего, из-за особенностей мозговой активности. Девушкам же обычно требуется больше времени. И по той же причине дружба между гетеросексуальными девушками и парнями, при условии, если у людей все в порядке с гормонами, и, подмечу, если они очень часто общаются и проводят время вместе физически, переписываются каждый день, гуляют регулярно, а не пару раз в несколько лет, невозможно. Ведь рано или поздно мозг одного из друзей, как правило мужской, начнет проворачивать устоявшуюся эволюции цепочку, ведущую к половому влечению. Даже у самых слабых парней тестостерон выше в 10 или 20 раз, чем у женщин. Поэтому мужской мозг активирует половое влечение даже при низком шансе сексуального контакта. Ведь, как показывает и эволюция, и примеры из животного мира, те же обезьяны, правила трактует именно женщина. Она аккуратно выбирает, отсеивает неугодные варианты, а мужчина лишь дожидается своей возможности продолжить свое ДНК, своей очереди. Это и объясняет, почему, когда мы дружим с представителями своего пола, ничего не включается. Потому что нет биологического конфликта. Мозг не рассматривает друга как потенциального партнера и вырабатывает окситоцин и серотонин, гормоны доверия. Ведь дружба эволюционно была инструментом для сотрудничества, охоты и безопасности. А вот при тесной дружбе с противоположным полом в ход идут дофамин и тестостерон, что включает половое влечение. Потому что эволюционно такие связи нужны были не для защиты, а для секса.
секса. И тут нечему удивляться, мы можем стараться мыслить прогрессивно и думать, что просто нужно уметь дружить. Однако природа очень консервативна, и свою схему она будет применять независимо от ситуации. Вот так я и разбил современный миф о дружбе полов. Так что да, девушки, большинство ваших друзей-парней, если они не отличаются от вас ориентацией, с радостью бы вас затащили в постель. Но скрывают это и контролируют себя. Просто у мужчин сначала тяга, потом чувство, а у женщин сначала доверие, а потом, возможно, влечение. И если женский мозг определил парня как человека, который реализует какие-то социальные потребности, но для спаривания непригоден, иными словами, как друга, влечение может не возникнуть никогда, даже в овуляцию, а бедный парень навсегда останется во френд-зоне. И если хотите проверить эти слова и почти полностью избавиться от мужского внимания, попробуйте выйти замуж и забеременеть. Работает безотказно. И это неплохо. Это значит, что мы удачная часть эволюции, а наши организмы и гормоны работают как надо. Просто природа такая. По природе мы изначально были другими. Существует два вида союзов. Моногамия, когда у тебя один партнер, и полигамия, когда партнеров несколько. В природе у наших древних предков чаще всего преобладала именно полигамия. Больше потомков, выше шансы на выживание. Но с развитием человека для нас все изменилось. И эволюция подсказала нам, что с моногамией жить и воспитывать детей гораздо безопаснее. Но даже моногамия бывает разная. Есть социальная моногамия, это когда двое людей создают пару и живут вместе. А есть сексуальная моногамия, это когда два человека находятся только друг с другом и любые другие сексуальные контакты недопустимы. И вопреки популярному мнению, эти две формы не всегда пересекаются. Часто бывает, что даже самые крепкие семьи, что со стороны выглядит идеально, тайно или даже открыто изменяют друг другу долгие годы или выбирают варианты в виде свободных отношений. Так происходит, потому что природа не создавала нас идеально верными существами. Она лишь предложила наиболее удобный для выживания вариант союза и дала нам выбор. Остальное – заслуга нашей культуры, морали и разума. Но даже состояние любви не статично. В первые месяцы у нас повышается кортизол и норадреналин. Мы постоянно взбудоражены и переживаем из-за партнера. МРТ даже показывало, что у влюбленных происходит подавление лобных долей, ответственных за критическое мышление, из-за чего недостатки партнеров и отношений мы почти не замечаем. Спустя где-то полгода все стабилизируется. Начинает большую роль играть окситоцин, вазопрессин, гормоны привязанности. Мы ощущаем стабильность, но дофамин и вызванная им эйфория все еще остается. Но примерно через год мозг восстанавливает работу лобных долей, и мы начинаем видеть больше недостатков у партнера. А вызванная гормонами эйфория постепенно подходит к концу, и чувства угасают. Мы меньше желаем своего партнера, сексуальная активность и интерес снижаются. Нас начинает что-то не устраивать, начинают привлекать другие люди, и мы начинаем задумываться о расставании. Потому что наш мозг спроектирован так. Примерно по этой причине расставание после долгих отношений иногда переживать легче, чем выход из коротких интрижек. Ведь после бурного всплеска дофамина и резкого обрыва последует очень болезненная и глубокая яма. Это одна из причин, почему так много людей быстро теряют интерес и выходят из здоровых отношений. Потому что привыкли к эмоциональным горкам, а здоровые отношения на то и здоровые, чтобы быть стабильными и местами скучными. В них дофамин так не зашкаливает. По статистике, пик расставаний и разводов происходит на 3-й год отношений. Именно тогда вся эйфория уходит и любовь притупляется. Потому что эволюция подарила нам романтическую страсть не для того, чтобы мы были счастливы всю жизнь и поддерживали постоянные отношения. Ее цель была заставить наших предков найти и выбрать определенного партнера, ухаживать за ним, заняться сексом и оставаться верным ему достаточно долго, чтобы вырастить совместного ребенка. В прошлом мы не были настолько интеллектуально и социально развиты, чтобы анализировать свои действия. Поэтому мозг управлял нами на автопилоте из гормонов, которые побуждали нас на действие. А это топливо гормонов рассчитано на максимум пару лет. Пока, по логике, должен расти ребенок. Поэтому да, любви и правды не существует. Это химия, и она скоротечна. А мы с вами навеки одиноки. А значит, бросайте свои семьи, разводитесь и совокупляйтесь со всеми подряд. Подписывайтесь на канал и всего хорошего. Но есть одно но. Мы привыкли считать, что все, что я описывал, это и есть любовь. Когда постоянно хотим быть рядом, делать безумные вещи, а когда эта эйфория утихает, значит, любовь прошла. Но это самое главное наше заблуждение. Потому что все эти года это не было любовью. Это влюбленность, которая нас ослепляет. А вот следом идет 3-й этап – настоящая любовь, до которой доходят не все.
Через несколько лет отношений нашему мозгу больше не нужно нас мотивировать, поэтому уровень дофамина снижается, нередко провоцируя кризис между партнерами. Мы это ощущаем как угасание, конец наших чувств. Хотя на деле наш мозг просто переходит на другие рельсы. Тут уже весь акцент на себя берет серотонин, окситоцин и вазопрессин, гормоны, что отвечают за долгосрочную привязанность. Ощущение, что рядом с вами не просто сексуальный объект, а ваша родственная душа, с которой вы становитесь очень похожи. Если у нас хорошо развита эмпатия, мы с каждым годом отношений перенимаем больше слов, привычек, стиля поведения у партнера. Да что уж там, ученые из Гарварда выяснили, что 80% супружеских пар имеют одинаковые факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний. Настолько мы становимся, можно сказать, единым целым, пройдя этот этап. Но есть и другое исследование из университета Эмори в США. Там провели знаменитое исследование на полевках, маленьких грызунах, очень похожих на нас по социальному поведению. У моногамных полевок, верных одному партнеру всю жизнь, уровень вазопрессина намного выше, чем у тех, кто меняет партнеров постоянно. Но когда уровень вазопрессина искусственно снижали, полевки теряли интерес к своей постоянной партнерше и уходили. И вот здесь ключевой момент. Да, третий этап уже не дает того фейерверка эмоций, который был раньше. Да, теперь вы не смотрите друг на друга через розовые очки, потому что теперь вы видите человека полностью, со всеми его недостатками. И в этом и есть настоящая сила любви. Ведь теперь вы любите не иллюзию, созданную мозгом на гормональном пике, а реального человека. И теперь мозг, который выключил автопилот, предоставляет вам возможность сделать выбор, взять совместное управление или все потерять. И это, возможно, самый осознанный и важный выбор в ваших отношениях и жизни. Теперь вы не просто зависимы от партнера, потому что вам хочется секса, а потому что вы сделали выбор любить. Если вернуться к статистике, то пары, которые прошли критический рубеж в несколько лет, намного чаще остаются вместе надолго. А по данным опросов, после 10 лет совместной жизни, пары сообщают о еще более сильном чувстве близости и удовлетворенности отношениями, чем даже в романтический период. И множество исследований дают для этого рекомендацию. Люди, которые практикуют совместные, новые и захватывающие занятия, испытывают большую удовлетворенность отношений. То есть, чем больше у вас совместной регулярной новизны, вроде путешествий, тем крепче любовь. И да, ни за что не изменяйте своему партнеру. Это не только разрушает отношения, но и, согласно исследованиям, к изменам и неверности склонны люди, у которых ниже интеллект и хуже работает лобная доля. Поэтому измены и предательство – это удел тупых. Вы же не тупой. А касаемо лобных долей вы еще знаете из моего видео про счастье. Они формируются до 25 лет, а значит, до этого возраста мы можем испытывать проблемы с долгосрочным планированием и критическим мышлением. Короче, мы легкомысленные и глупые. Поэтому огромный совет от вашего мозга. Не торопитесь с семьей, детьми и браком. Чем ближе вы к 30, тем у вас больше и опыта, и знаний, и шанс, что брак будет долгосрочным и даже на всю жизнь. И возвращаясь к теме про моногамию, мы сейчас живем в эпоху серийной моногамии. В недалеком прошлом общество строго относилось к разводам и расставаниям, и даже выйти из самого ужасного брака было стыдно. Так жили наши с вами бабушки. В наше время мы чаще расстаемся и чаще разводимся, чем было в прошлом. И это очень хорошо. Ведь именно благодаря этому мы учимся, взрослеем, понимаем себя и других людей. И, возможно, именно наше поколение нашло ту самую золотую середину. Например, тому, как я мыслю сейчас и как строю отношения, я благодарен исключительно моему прошлому опыту. Благодаря нему я научился ценить любовь и проявлять ее. И научился не легкомысленности, что можно спать с кем попало, а ответственности. Именно благодаря этому в будущем я смогу построить здоровый союз и прочный брак, чего долгие года не могли сделать наши с вами бабушки и родители. И растить своего будущего ребенка в любящей семье. А что вообще такое брак? Эволюционно брак – это некая формальность, которую человек придумал, когда мы начали жить в больших обществах и появились законы. А союз нужно было закрепить и дать этому какие-то преимущества, вроде получения наследства и защиты со стороны закона. То есть браку буквально пару тысячелетий. Но сама идея официальных союзов намного древнее. Исторические справки утверждают, что похожие на брачные церемонии проводились еще тысячи лет до нашей эры. Ведь мы люди, и мы очень любим придумывать формальности. Вот и придумали, как закрепить серьезность своей любви и намерений. Ведь просто совать друг в друга гениталии не так уж и серьезно. Но все изменилось, когда в нашу жизнь сначала влезла религия, а потом и государство. Они и придумали то, что мы привыкли называть браком. Но изначально речь о любви не стояла. Брак выполнял экономическую и политическую функцию ради земель, денег и власти. Это был социальный контракт, где женщина становилась инструментом и собственностью мужчины, которую только он мог оплодотворять, а мужчина был должен ее обеспечить ресурсами.
вопросами. Ну и так развивались государства, союзы, монархия и любая другая передача власти. От государств до крупнейших корпораций, что актуально и по сей день. В таком формате брак существовал тысячи лет, а многоженство было распространено среди состоятельных людей практически везде. В высших слоях общества иметь несколько жен считалось абсолютно нормальным, о чем также пишется в священных книгах вроде Библии и Корана. А моногамия долго оставалась уделом бедных, которые не могли позволить себе обеспечить несколько жен. Но логично, что хорошим браком, где только расчет и нет любви, это не назовешь. И любовь нашла свой выход из заточения в 20 веке, когда роль религии стала снижаться, а женщины получили право голоса. И с того момента все рухнуло. Поколения наших прабабушек практически поголовно состояли в браках. 90% женщин до 30 лет. А уже наше поколение лишь на 30% к тому же возрасту. А коэффициент количества браков каждый год снижается. Но это не значит, что во всем виноваты женщины и люди резко разучились любить. Наоборот, хоть браки по расчету существуют и до сих пор, обычные женщины отвоевали наше общее с вами право на брак по любви, а не необходимости. Моногамия из двух партнеров стала самой распространенной, здоровой и безопасной основой семей как для нас, так и для наших детей. А люди стали чаще откладывать брак и заводить его, будучи взрослее, как я и говорил, к 30 годам. И такой подход стал решением большой проблемы. За последние несколько лет, хоть браков и стало меньше, разводы также снижаются. Во многих странах уровень разводов сейчас самый низкий за десятилетия, потому что мы эволюционируем, развиваемся и начинаем выбирать осознанность. Мы начинаем выбирать любовь. Миллионы лет назад человеческий мозг был очень глупым, поэтому природа нам диктовала, кого и как любить. А теперь мы достаточно разумны, чтобы принимать решения самостоятельно, вопреки биологии. Поэтому любовь действительно существует, но только тогда, когда это выбор и труд двоих людей. К сожалению, именно третий этап любви сегодня очень недооценен. Культура быстрых удовольствий и бесконечного поиска идеального партнера заставляет нас верить, что если нет гормональной эйфории, то отношения нужно завершать. Но по факту, именно в этом и кроется причина массового одиночества и несчастья. Мы теряем способность любить по-настоящему, потому что перестали понимать, что такое настоящая любовь и настоящий союз. Одной химии никогда не будет достаточно для того, чтобы стать счастливым на всю жизнь. Ведь несчастье – это работа сознания, а не тела. Поэтому над любовью нужно работать. Но сперва нужно разобраться с тем, как вы любите и какой у вас тип привязанности. Вы наверняка много раз слышали про избегающий или тревожный. Ну а что это вообще такое? И что, если я скажу, что это самый большой миф, в который вы поверили? Теория привязанности – это научная модель, объясняющая, как формируются эмоциональные связи между ребенком и взрослым, что впоследствии влияет на поведение человека в романтической любви на протяжении всей жизни, а также на нашу самооценку и на то, как мы будем переживать расставание. Иными словами, это то, при каких условиях наш мозг понимает, что нас любят. Ведь у всех есть потребность в любви, поэтому зависимо от опыта мозг адаптируется ее воспринимать так, как мы привыкли в детстве, когда только формируется понимание безопасности и любви. И не только от наших родителей, а также близких родственников. Ведь даже в самой замечательной семье деформировать стиль привязанности может какая-нибудь бабушка, например. Всего принято выделять 4 типа привязанности: надежный, тревожный, избегающий и тревожный избегающий типы. Давайте разберем каждый из них. Надежный — это, скажем, здоровая привязанность, к которой нужно стремиться. Тут нет никаких качелей дистанции. Партнерам просто комфортно и безопасно друг с другом. У таких людей достаточно хорошие отношения с родителями, у них здоровая самооценка, и они адекватнее переживают расставание. Тревожный — это постоянная тревога и ревность. Такие люди требуют много подтверждений, что их любят, требуют все внимание к себе, и у них очень заниженная самооценка. Если им не ответили на сообщение в течение часа, у них начинаются панические мысли о том, что их разлюбили или им обязательно изменяют. Причина этому простая. В детстве родители таких людей вели себя эмоционально непредсказуемо. То давали очень много любви, то резко начинали требовать ее заслужить, становились холодными, ругали и били. Это часто проявляется у родителей, что страдали алкоголизмом. Мозг ребенка не понимал, любит его или нет, и он усвоил, что любовь нужно постоянно зарабатывать и проверять, не закончилась ли она, ведь он боится ее потерять. И, по иронии, именно это поведение становится причиной конфликтов и расставаний. Ведь тревожный человек постоянно боится потерять любимого. Но именно это и провоцирует проблемы, вечно надумывая, обижаясь и много требуя от партнера. А терпеть такое очень сложно. Именно такие люди быстрее влюбляются, чаще оказываются в созависимых отношениях, страдают
страдают от депрессии и болезненнее переживают расставание. При избегающем типе люди, наоборот, боятся близости. Им кажется, что она их душит и лишает свободы, поэтому любовь они начинают ощущать наоборот тогда, когда партнер отдаляется или не проявляет к ним интерес. А если их очень сильно любят, то они нередко сами начинают терять интерес. Потому что в детстве их родители были эмоционально холодными и отстраненными. Во взрослой жизни такие люди кажутся нам сильными, ведь они ценят одиночество, свободу и независимость. Но они редко делятся переживаниями, редко доверяют, а стресс подавляют в себе, истощая себя еще больше. А в отношениях всегда держат дистанцию, ведь близость их пугает. А тревожный и избегающий – это симбиоз двух проблем. Они жаждут любви, но при этом панически ее боятся из-за риска ее потерять. Их поведение непредсказуемо, они импульсивны, им очень тяжело контролировать эмоции, нередко проявляя черты, схожие с пограничным расстройством личности. Например, девушка с этим стилем может безумно любить парня, но как только почувствует, что это серьезно, может начать избегать встреч, игнорировать его, хотя только вчера чувствовала, что скучает. Во всем мире, к счастью, преобладает надежный тип привязанности. На втором месте избегающий, а на третьем тревожный. И у этого есть культурные особенности. В странах, где поощряется ранее самостоятельность и индивидуализм, что так распространено в странах с активной экономикой, вроде США и странах Европы, чаще встречается избегающий стиль. В странах вроде Японии распространен тревожный тип из-за излишней опеки родителей. А в России и во многих странах бывшего СССР, которые испытывали многочисленные войны, репрессии, кризисы и продолжающиеся стрессы, также распространен тревожный тип. Только уже по причине неправильного воспитания и распространенности неполных семей. Но тип привязанности – это не приговор и не диагноз, как многие сейчас привыкли себе его ставить. И это не оправдание неадекватного и нестабильного поведения. Ведь это не врожденное свойство, а привычка мозга, которую хоть и сложно, но можно и нужно изменить. Я очень надеюсь, что в моем описании вы нашли себя. Если это так, то понимание своих проблем должно направить вас на путь осознания ваших слабых мест в поведении, их проработки и контроля. Нередко работая с психологом, как я уже рекомендовал Альтер. Также необходимо переосмыслить опыт детства. Винить своих родителей бессмысленно, ведь раз вы выросли, значит теперь именно вы ответственны за то, кто вы есть. И нужно работать с тем, что имеется. Не винить, не переписывать прошлое, а принять это и переучивать себя новому опыту. Самое действенное – это окружить себя безопасной средой и хорошими людьми и акцентировать внимание на надежных партнерах. Ведь самая действенная терапия – это умение открыто говорить о своих чувствах и оказаться в здоровой и безопасной любви. Но для этого необходима осознанность, контроль, а иногда самозапреты на определенное поведение. Ведь привычка избегать или излишне тревожиться может саботировать хорошие отношения и здоровую любовь, пытаясь повести нас по старому сценарию. И это проблемы всего нашего поколения. Мы живем в цифровую эпоху, где любовь мы ищем, листая пальцем по экрану. Социальные сети, приложения для знакомств, которые знает каждый холостой человек. Технологии дали нам небывалую свободу выбора, которой не было у наших предков на протяжении миллионов лет. И казалось бы, мы на пути к решению проблемы одиночества. Однако это сделало только хуже. Пока многие государства вопят о росте социальной изоляции, падении рождаемости и по опросам все больше людей чувствуют себя одинокими, аудитория дейтинг-приложений достигла почти 500 миллиарда пользователей по всему миру. Многим они нравятся. Около четверти взрослых, состоящих в отношениях, знакомятся сейчас через интернет. Да и в целом анкеты для знакомств изобретения не новые. Люди придумывали сотни способов для знакомства. Столетиями люди пользовались услугами свах или брачных агентств, печатали свои объявления о знакомствах в газетах и специализированных изданиях. Но, как и сейчас, кому-то везло, а кто-то читал просто фальшивые объявления, тратил деньги и не дожидался ответов. И в наше время остальная половина пользователей приложения знакомств сталкивается с чувством одиночества и симптомами депрессии. По статистике, люди, которые регулярно заходят в приложения для знакомств вроде Tinder, в 4 раза чаще испытывают стресс и симптомы депрессии, чем те, кто ими не пользуются вообще. И если у них не получилось сразу найти удачное знакомство, то через время начнут испытывать так называемую фрустрацию свайпинга. Усталость от перелистывания анкет, общения и знакомств. А таких, по подсчетам, больше 75% среди молодых пользователей. Поэтому, если вы сидите в таких приложениях и ваши диалоги очень быстро заканчиваются, то, вероятно, теперь вы знаете этому причину. Наше поколение просто выгорело. А социальные сети так и вовсе убивают нашу самооценку, завышая наши ожидания, показывая в ленте безупречные образы чужой жизни, успеха, отношений. Ведь никто в интернете не настроен на то, чтобы вы стали счастливыми или нашли вторую половинку. Ведь никому это не выгодно. Алгоритмы всего вокруг заточены под то, чтобы вы проводили в них больше времени. Приложения для знакомств показывают неинтересных вам людей. Социальные сети показывают то, что вызовет
вызовет у вас больше эмоций. Такое обилие контента, людей и возможностей создало нам иллюзию огромнейшего, даже бесконечного выбора. Но правда в том, что на самом деле нас его лишили. Мы живем в очень вредной культуре быстрых удовольствий. Многие из нас считают, что можно спокойно разбрасываться партнерами, ведь социальные сети нам показывают, что у нас есть выбор, и мы всегда найдем лучше. Что лучше избегать проблем, игнорировать, расставаться и изменять, чем решать конфликты и строить крепкий и прочный союз. В интернете отовсюду и так хлещет вражда всего мужского и женского. Пропаганда не только потребительского образа жизни, но и отношений. Мы научились рассматривать всех как товар. Секс, красивое тело, кошелек и сами стали таким же товаром на бесконечной полке, обесценивая и других, и себя. Мы не любим, мы лишь взаимно потребляем. Ведь нам внушили, что мы должны получать только удовольствие. Нам показали, что у нас такой огромный выбор. Ну а почему тогда мы так несчастны? Не поймите меня неправильно. Я рад, что в нашей культуре все больше людей становятся осознанными. Что наше поколение меньше терпит насилие и абьюз, уходит из тянущих на дно отношений, чего не делали родители многих из нас. Ведь не забывайте, что мы несем ответственность не только за себя, но и за наших детей. Но мы из одной крайности просто перешли в другую. Вы, может быть, слышали такие формулировки, как ФВБ, ОНС и прочие именования отношений из секса без обязательств. Сейчас это очень популярное явление. Люди все чаще прибегают к подобному формату, чтобы просто сбросить сексуальное напряжение и не тратить время на отношения. Ведь секс по дружбе без обязательств – какое замечательное явление. Никакой боли, никакой ответственности. И это огромная проблема. По статистике, тут опять две стороны медали. Часть людей, практикующих такое осознанно, правда в основном мужчины, не испытывают негативных проблем. У них не страдает самооценка, а удовлетворенность жизнью может даже стать выше. Ведь им удобно. Но остальное большинство людей начинают выгорать, чувствовать внутреннее одиночество даже при активной сексуальной жизни. А исследования показывают, что число сексуальных партнеров прямо коррелирует с симптомами депрессии и тревоги, особенно у девушек. И чем больше такого опыта, тем больше внутреннего страха к настоящей и долгосрочной близости. Фальшивое удовольствие научило нас бояться ответственности. Фальшивый выбор научил нас избегать боли и трудностей. Вот в чем наша проблема. Но как ее решить? Начать нужно с главного – с себя. Потому что по-настоящему прочный союз строится не на компенсации проблем и недостатков. Крепкая пара – это союз двух сформированных личностей, которые просто друг друга любят, а не компенсируют дыры внутри. Которые умеют разговаривать, оба понимают, что они вместе ответственны за отношения, решают конфликты, недопонимания, всегда честны друг перед другом и делают все, чтобы эти отношения сберечь. Оба понимают, что они делают выбор. Если ты не знаешь, кто ты ищешь не партнера, а костыль. И, вероятно, найдешь точно такого же сломанного человека, как и ты. Если ответить на вопрос, как найти своего человека и построить отношения на всю жизнь, я отвечу одним словом – диалог. Наверняка от такого длинного видео вы ожидали услышать гораздо более подробный ответ и получить инструкцию. Но ее не существует, ведь причина в другом. У людей есть язык и уши, но люди совсем не умеют ни слушать, ни говорить. Ни себя, ни других. Это наша единственная и проблема, и решение. Как только ты научишься слышать свой глубинный голос, перестанешь игнорировать свои потребности и интуицию, и как только ты научишься вести внутренний диалог в своей душе, тогда она точно скажет тебе, когда ты встретишь своего человека. И без разницы в интернете или случайно на улице. Возможно, не зря говорят, что любовь приходит к тебе тогда, когда ты меньше всего в ней нуждаешься. Честно, за эти годы без отношений меня эта фраза начала раздражать. Возможно, потому, что она правдива. Но я бы назвал это иначе. Ты найдешь свою настоящую любовь только тогда, когда она перестанет быть твоим голодом. Но всегда помните, что влюбленность и эйфория – это временно. Ведь любовь – результат совместного труда. Это выбор. Нужно уметь слышать своего партнера, строить адекватный и конструктивный диалог. В отношениях вы не потребитель, вы творец. Отношения – это работа двух людей над изучением друг друга, над созданием совместных воспоминаний, совместного быта, над решением проблем и недопониманий. Большинство даже самых крепких отношений рушится не из-за отсутствия химии, конфликтов или измен, а из-за молчания и бездействия. Диалог – вот наше решение. Отношения – это выбор, союз, доверие и партнерство. И как сказал один французский писатель, любить – это не значит смотреть друг на друга. Любить – значит вместе смотреть в одном направлении. Так что такое любовь? Лично я считаю, что любовь – это все. Это наш единственный смысл. Мы не сможем радоваться жизни, пока не полюбим ее мелочи. Не начнем ценить себя, пока не полюбим свою душу. И не обретем счастье, пока не обретем любовь.
пока не сделаем выбор в ее сторону. И если в моих руках возможность пропагандировать какую-то мысль и повлиять на вас, я бы хотел пропагандировать следующее. Берегите свою честь и свою душу. Учитесь любить себя и своих близких. Не позволяйте этому миру заставить вас думать, что вы чего-то не стоите. И не позволяйте быстрым удовольствием заставить вас забыть, что такое любовь. Берегите свои чувства и намерения. Не обесценивайте их ради чего-то короткого, неискреннего, одноразового и нечистого. Любовь – это новое, очень хрупкое и самое ценное наше изобретение. Так давайте относиться к ней бережно. С вами был Альберт, подписывайтесь на канал, присоединяйтесь к нашему закрытому сообществу и мои социальные сети в описании. Будьте счастливы и всего хорошего.